Здравствуйте, я Людмила Корнеева. В этом видеоэссе речь пойдет о взаимоотношениях героев фильма Мишеля Гондри «Вечное сияние чистого разума», о том, что именно притягивает Джоэла и Клементину друг к другу и что их разъединяет, и почему романтическое увлечение и взаимные чувства еще не являются гарантией прочных, надежных, счастливых отношений. В небольшом обзоре BBC News к премьере этого фильма есть такие слова: «Уберите научно-фантастические элементы из «Вечного сияния» и проявится настоящее намерение Кауфмана разобраться в обломках неудавшихся отношений и найти в них любовь». Напомню, что Чарли Кауфман обладает репутацией создателя крайне оригинальных, необычных киносценариев. Некоторые его известные работы я упоминала в одном из предыдущих видео. На первый взгляд может показаться, что фильм «Вечное сияние чистого разума» о беспомощности разного рода технологий и рациональных расчетов там, где речь идет о человеческих чувствах. И частично это действительно так. Зачастую чувства оказываются сильнее разума. Многие люди вообще эмоционируют чаще и больше, чем думают и размышляют. Даже современная экономическая наука, не говоря уж о маркетинге и рекламе как таковых, все больше отходит от чисто математических методик и сближается с психологией. Но только дело в том, что чувство, даже если оно оказалось действительно сильнее разума, далеко не всегда безошибочно, правдиво и надежно. Вот, собственно, к этому и сводится главная коллизия в сюжете фильма. Чувства героев побеждают и саморазрушаются, чтобы затем опять победить, и вот после этого очередного «и» авторы фильма ставят в финале многоточие из штакетника, вдоль которого вновь и вновь бегут герои. Джоэл и Клементина действительно испытывают взаимное притяжение. Вот только дело в том, что это притяжение чередуется с волнами взаимного отторжения. Интересно вспомнить о такой сюжетной детали, как оранжевый свитер Клементины. Джоэл говорит, что когда он впервые увидел Клементину, его сразу же потянуло к ней. Он произносит: «Ты стояла спиной, а меня сразу же к тебе потянуло». И я подумал, как странно, человек стоит спиной, а меня к нему тянет. Клементина была тогда в оранжевом свитере, и Джоэлу это очень понравилось, показалось круто, говорит он. Но дальше Джоэл добавляет, что Клементина часто надевала этот свитер, и он почти возненавидел его. Этот оранжевый свитер – своего рода символ главной проблемы в отношениях героев. Они нравятся друг другу, их тянет друг к другу. Но оказавшись рядом и проводя вместе много времени, они не могут выстроить свои отношения так, чтобы не начать обижать и раздражать друг друга. Причем парадоксальным образом их порой раздражает то же самое, что и нравится. Вот точь-в-точь, как с оранжевым свитером. Вспомним их взаимные упреки в сцене в лесу. Джоэл говорит: «Это все ты, ты». Клементина в ответ: «Ну прости, ты же знаешь, я импульсивная». Джоэл вздыхает: «Вот за это я тебя и люблю». Еще пример. На записи из фирмы Лакуна Джоэл говорит о Клементине. Вместе с тем у Клементины есть одна очень притягательная черта. Вам кажется, что она поднимет вас над мирской суетой. Словно горящий метеорит, она унесет вас в другой мир. Мир, где все намного интереснее и соблазнительнее. Но довольно быстро вы понимаете, что это всего лишь уловка. Из слов Джоэла не понять, соблазнительная черта у Клементины есть или только так кажется. Весьма показательно, что Джоэл высказывается так противоречиво и запутанно. В этом важная проблема их отношений. Уже в самых первых кадрах фильма нам показывают, что Джоэл легко склонен находить причину проблемы совсем не там, где она есть на самом деле. Выйдя из дома, он видит свою машину поврежденной и, недолго думая, оставляет записку со словом «спасибо» хозяину, стоящей рядом машины. То есть он находит самое простое, казалось бы, объяснение, но оно оказывается абсолютно ошибочным. Клементина же говорит о себе: «Я как открытая книга, рассказываю тебе все самое сокровенное, а ты не доверяешь мне».
Но ведь Клементина и действительно далеко не всегда заслуживает доверия. Например, она вторгается в чужой дом на пляже, пользуется там чужими вещами. Даже не говоря о серьезном нарушении закона, это ведь еще и душевная бестактность, черствость по отношению к другим людям. Представьте, что вы приезжаете в свой дом и видите, что там кто-то побывал, пил ваши напитки, ел вашу еду, надевал вашу одежду, лежал на вашей кровати. Дело ведь совсем не в материальном уроне, он ничтожен. Но такое чужое вторжение в наш дом обычно воспринимается как оскорбление, как насилие. В том эпизоде Клементина явно поступает не просто легкомысленно, но возмутительно. К тому же надо понимать, что в фильме «Вечное сияние чистого разума» не предусмотрены такие действующие лица, как полицейские, следователи, судьи. А в реальной жизни они есть. Повторив такое якобы романтическое вторжение в чужой дом, нарушив границы чужой собственности, реальный человек рискует очень сильно, возможно, даже непоправимо испортить себе жизнь. Поэтому в том эпизоде Джоэл поступает не занудно и не трусливо, а единственно правильно. Действительно, в таких откровенно глупых романтических делах участие принимать не стоит. Совсем другое дело – ночной уикенд на замерзшей реке, который тоже придумывает именно Клементина. Такие поступки, маленькие необычные поездки, походы, праздники – действительно очень удачный способ украсить и разнообразить повседневность. Подобные небольшие отступления от обыденности дают нам возможность пережить новый опыт, испытать яркие и запоминающиеся переживания. Именно лежа на льду реки и глядя на звездное ночное небо, Джоэл переживает один из счастливейших моментов своей жизни. И это происходит благодаря инициативе Клементины. Надо заметить, что под влиянием Клементины Джоэл тоже учится совершать непривычные поступки. Имею в виду эпизод, в котором он принимает неожиданное решение вместо работы поехать на пляж в Монток. Кстати, хотя прогуливать работу и неправильно, но как единичный случай это далеко не так плохо, как забираться в чужой дом. И как бы то ни было, именно этот изначально не характерный для Джоэла спонтанный поступок приводит к возобновлению знакомства героев. Конечно, Клементина порой ошибается. Но ведь далеко не всегда прав и Джоэл. Вспомним еще раз сказанные Клементиной слова. «Я, как открытая книга, рассказываю тебе все самое сокровенное, а ты не доверяешь мне». Джоэл отвечает на это. «Бесконечная трескотня не есть общение». Если уж мы обращаем внимание на то, насколько конфликтно бывает порой импульсивная Клементина, то надо и вот такие бестактности, неделикатности Джоэла тоже не пропускать мимо внимания. Показателен и эпизод ужина в ресторане. Слишком велика разница между тем, что именно Джоэл думает и что он говорит вслух. Возможно, Клементина чувствует его неискренность, и именно потому она сама нервничает, раздражается. И, может быть, потому также она пьет более, чем следовало бы. Кроме того, Клементина начинает высказывать Джоэлу какие-то свои бытовые претензии. Например, она вспоминает о том мыле в душе. Впрочем, не стоит поспешно уличать Джоэла в лицемерии или чем-то подобном. Человек обычно мало властен над своими эмоциями и чувствами. И порой по самым разным причинам какой-то эмоциональный негатив или раздражение может в одно мгновение вспыхнуть по отношению даже к самому близкому и дорогому человеку. И в таких ситуациях очень нужен контроль разума, чтобы, поспешив, не выплеснуть скоропалительные упреки, неприятные слова. А потом, когда пройдет плохое настроение или уляжется эмоциональный шторм, горько сожалеть об этом. Впрочем, неудовольствие Джоэла – это скорее его общий эмоциональный фон, а не мимолетное эмоциональное настроение. Он вообще склонен к унылому, грустному взгляду на жизнь, на все происходящее.
Причем не обязательно эта жизнь такова. Часто именно Джоэлу все видится нерадостным. Интересно сравнить сервировку блюда, которое находится перед Джоэлом во время их ужина в ресторанчике, и то, как Джоэл потом рисует это блюдо в своем дневнике. В реальности это была вполне веселая рожица, выложенная из овощей. А в рисунке Джоэла кукуруза, изображающая рот, выгибается, уныло опуская уголки воображаемого рта вниз. И на рисунке уже не веселая рожица, а унылая грустная физиономия. Большая часть всех рисунков Джоэла – это грустные, депрессивные образы. В одном из таких рисунков персонаж своими же руками раздирает себе голову надвое. Вот так раздваивается и отношение Джоэла к Клементине. В какой-то момент Джоэл говорит: «Вернись мы к старту, все пошло бы по-другому». Клементина отвечает: «Не забывай меня, попытайся, и мы вернемся». И вот они действительно возвращаются. Знакомятся уже во второй раз. То есть действительно все опять начинается с самого старта. И что же? События фактически идут по тому же кругу. При первом знакомстве Джоэл вначале сбегает из чужого дома, в который его завлекла Клементина, но потом все же приходит к ней на работу в книжный магазин. При втором знакомстве все по сути повторяется. Джоэл сначала сбегает из квартиры Клементины, как когда-то сбежал из дома на пляже при первом знакомстве, но потом все же звонит ей. Но даже не это схематическое повторение самое важное. Самое важное то, что они опять не слушают и не слышат друг друга. В сцене после ночного уикенда на реке, когда Джоэл привозит Клементину к ней домой, она вдруг предлагает: «А поехали к тебе, я там посплю». Джоэл отвечает: «Давай». Но затем хочет еще что-то сказать, произносит только... Но Клементина именно в этот момент хлопает дверцей машины и уходит. Она не слышит Джоэла и не очень хочет слышать. И это именно та Клементина, которая упрекала Джоэла за нежелание с ней разговаривать. Какой же смысл стирать память, если потом все равно постоянно возвращаться к одному и тому же? К непониманию, невнимательности, нежеланию и неумению слышать друг друга, говорить друг с другом. Впрочем, у Клементины и Джоэла есть точки соприкосновения, на основе которых можно было бы выстраивать отношения. Например, они оба склонны к творчеству. Джоэл много рисует, а Клементина увлекается разного рода рукоделием, поделками, например, созданием фигурок из картофеля. Джоэл сумел выбрать для Клементины украшения, которые ей действительно понравилось. О купленном Джоэлом кулоне Клементина говорит: «Впервые мне дарят подарок, который мне действительно нравится». Правда, дарит купленный Джоэлом кулон Патрик, но суть в том, что это же все-таки Джоэл сумел выбрать удачный подарок. И Джоэл, и Клементина читают. Оба они показаны с книгой в руках. Клементина в поезде, Джоэл в сцене окончательной размолвки с вернувшейся поздно Клементиной. Причем интересно, что на кассетной записи Джоэл говорит, что он читает книги, а Клементина читает журналы. Но в сцене в поезде Клементина читала именно книгу. Возможно, Джоэл незаслуженно обвиняет Клементину в отсутствии интереса к книгам, а возможно и то, что под влиянием Джоэла Клементина все же понемногу меняет свои привычки и вкусы. В свою очередь, как я уже говорила, влиянием Клементины можно объяснить импульсивный поступок Джоэла с поездкой на берег океана вместо работы. Кстати, в прошлый раз я уже говорила и о библейском происхождении имени Джоэла, и об ироническом звучании имени Клементина, учитывая отсылку сюжетной схемы фильма к балладе Джона Китса «Безжалостная красавица». Так вот, интересно, что есть еще один символический момент, связанный с именами. Ради безжалостной красавицы с неподходящим именем Клементина Джоэл оставляет девушку по имени Наоми. Наоми – это еврейское имя, означающее «приятное», «утешающее», «доброе». Для фильма были даже сняты несколько сцен с Наоми, в роли которой снялась актриса Эллен Помпео.
Однако эти сцены были потом вырезаны при монтаже, поскольку возникла необходимость сократить хронометраж фильма. Почему же Джоэл уходит от приятной, утешающей и доброй во всех смыслах Наоми к безжалостной и довольно проблемной Клементине? Я думаю, дело в том, что Клементина стимулирует необходимые самому Джоэлу изменения. С ее помощью Джоэл учится подниматься над мирской суетой и уноситься в мир, где все намного интереснее и соблазнительнее. Как вы помните, именно такие слова записаны на кассете Джоэла. И вот в этом, возможно, кроется главная коллизия их отношений. Они разные и во многом не подходят друг другу. Но все же отличия, которые делают их неподходящими друг другу, является именно тем, что каждый из них хочет добавить к своему собственному характеру и образу жизни. И можно заметить, что Джоэл и Клементина все же понемногу перенимают друг у друга какие-то особенности поведения, привычки, вкусы. Это дает им шанс на взаимопонимание. Прежде я рассказывала, что первоначальный сценарий предполагал финальную сцену, в которой уже постаревшая Клементина в 15-й раз обращается в фирму Лакуна с просьбой стереть ее воспоминания о мужчине по имени Джоэл Берриш. Но окончательная версия сценария завершалась фразой «Окей», в русском дубляже «Пускай», которую по очереди произносят герои во время разговора в коридоре. Кстати, коридор может иметь символическое значение. Коридор – это проходное место. Из коридора можно выйти на улицу и расстаться, а можно зайти в квартиру и остаться вместе. А вот интересна еще и роль случайности. Если бы Клементина уходила из квартиры Джоэла чуть быстрее, или если бы Джоэл чуть замешкался и вышел за Клементиной чуть позже и не застал бы ее в коридоре, Джоэл побежал бы за ней дальше, вернул бы ее. Или, выйдя из своей квартиры и не увидев Клементину, он остановился бы, решил бы, что, мол, видно, не судьба. Фильм «Вечное сияние чистого разума» не дает нам точных ответов на все эти вопросы, не дает и конкретных рецептов счастья. Киноистория показывает нам, что даже при наличии взаимного притяжения благополучные и счастливые отношения требуют еще и взаимного внимания, понимания, терпения, уступок, а порой и прощения. И что любовь, если она действительно есть, нужно беречь, лелеять и, можно даже сказать, развивать и подпитывать, а не надеяться, что в следующий раз все каким-то фантастическим образом само собой сложится удачнее. Уже в процессе работы к финалу фильма была добавлена еще и сцена, в которой Джоэл и Клементина бегут по снегу вдоль полуизломанной изгороди. Причем кадры повторяются вновь и вновь, покуда фигуры Джоэла и Клементины не тают вдали. И обратите внимание, находящаяся далеко не в идеальном виде изгородь из штакетника состоит из двух ломаных линий, которые вблизи то сходятся, то расходятся, порой пересекаются. А вдали изгородь идет уже двумя параллельными линиями. И это можно интерпретировать по-разному. Или Джоэл и Клементина идут теперь каждый своей дорогой, не пересекаясь, или они идут вместе, рядом, параллельно. Ответ на этот вопрос остается на усмотрение зрителя. Взаимопонимание и благополучие. И до новых встреч!